Друзья, всем привет! Анастасия Павлюченко, наша Всем привет. любимая героическая женщина. Настя, привет. Продолжение сериала. Я тебя поздравляю. Спасибо. Хороший матч. Ощущение, что прям все получалось, как по нотам. Расскажи, как это изнутри ощущалось. Да, я довольна матчем. Мне, понятное дело, всегда, когда выигрываешь, все довольны, но на самом деле, потому что я знала, что Даша непривычно, Даша у меня обычно Касаткина. Ну, Даша Севиль, она очень неудобно играет. Во-первых, то, что она из Квала 3 матча сыграла, она здесь уже сыграна на этом турнире. Это мой первый матч. И условия своеобразные. Мне кажется, ей здесь подходило. Она очень пыталась вот эти такие свечки играть, и высокий отскок был. На самом деле не совсем было удобно, потому что я все-таки люблю, когда мяч на ракетке, и я диктую, да, это была задача в этом, но тоже понимала, что тут надо было терпеть. 2-3 удара не сыграешь, поэтому я рада, что вот смогла вот где-то во втором сете там проигрывала 3-1 и более инициативу в свои руки опять взять. Я знаешь, почему улыбаюсь? Когда ты говоришь про терпеть, у меня на самом деле вот это слово ассоциируется с тобой. Ты вот это, как возьмем, потерпим, дотащим. Скажи, пожалуйста, как себя ощущаешь в этом сезоне и хватает ли терпения и моральных сил, чтобы вот такие матчи как бы дотаскивать, скажем, до конца? Ну, если честно, тяжело очень. Ну, понятное дело, что у меня уже и возраст тоже подходит, но просто прошлый год было очень мало матчей и мало турниров из-за того, что после травмы у меня вот Protected, и там всего, я не знаю, 12 турниров сыграла. 2 шлема, получается? 2 шлема, 2 мастерса и всего 8 турниров. Валкардов, естественно, никуда мне не дали, но я и не рассчитывала, поэтому мало турниров получилось. И сейчас, начало года, хорошо, всегда хочется лучше, но нормально сложилось. Достаточно много матчей, и, честно, я вот после Майами, я прям прилетела уже в Европу, очень много континентов сменили, я уже говорю, я мертвая. И только апрель. Это, знаешь, когда начинаешь, я начинаю, когда предсезонку или что-то тренироваться, блок недели, и во вторник, там, где-нибудь утром, я уже вот так вот просыпаюсь, я думаю, это суббота, а только вторник. То же самое у меня было ощущение, что только начало апреля, а у меня уже просто язык вот на плече, да. Поэтому здесь как бы я стараюсь, пока думаю, тоже не знаю, как я давно не играла такие насыщенные сезоны. Тут надо как бы грамотно, конечно, силы рассчитывать. Да? И календарь, и силы рассчитывать, и, не знаю, как-то, может быть, грамотнее подходить. И, в общем, ну, пока то, что есть, то есть. И я пытаюсь получать удовольствие все равно от того, что я играю, и много, и проходить как можно дальше. Но ты знаешь, в чем ты крутая? Ну, знаешь, в чем ты определенно крутая? Что ты умеешь сочетать жизнь вне корта, это тоже важно. Да. И вот это всю теннисную рутину, вот это «здравствуйте», разминочки, заминочки. Расскажи, как сейчас у тебя это складывается? Вот когда ты чувствуешь по своему вот внутреннему там вот ощущению, что вот здесь вот теннис. Ты можешь себе позволить просто там на 2 дня ракеточку в стороне и поехали, я не знаю, посмотрели что-то, куда-то сходили, потусили? Да, это вообще про меня. У меня нет проблем с тем, чтобы ракетку отложить. Ну, во-первых, я не знаю, мы играем, ну, не все мы, но я играю уже там больше 20 лет в теннис, да, то есть еще мне повезло. Я даже, когда сезон заканчивается, я могу 2-3 недели спокойно не играть. Понятно, я делаю ФП, но в теннис не играть я не теряю. Ну, мне повезло, да. Теряю, конечно, потом дыхалка и все, естественно. Но, то есть у меня с этим нет проблем. Потом, честно, я не любительница теннисного мира, мне очень тяжело. Я другая, не знаю, я не могу вот эти все теннисные сплетни, все, я очень абстрагируюсь, особенно сейчас с возрастом вообще прям. То есть я даже здесь не живу в официальном отеле, я на квартире, я стараюсь как можно меньше проводить
я со всем уважением ко всем игрокам, но дело тут вообще, ну, просто я Не хочу... персонально кому-то, а в Да, целом. да, но в целом просто уже столько лет в теннисе, и мне хочется и другой картинки, и, как ты говоришь, честно, я вот даже в Прадо в музей пойти и шопинг поделать, и просто отключаться, потому что иначе, ну, блин, уже тоже столько лет в этом во всем, можно с ума сойти, и как бы есть жизнь за кортом тоже, и она очень крутая. И поэтому тут, мне кажется, ну, это очень непростой баланс. Я сама только сейчас к этому начала приходить. Потому что в самом соку, Настя, ты сама про возраст свой говоришь, друзья, это вот когда тебе за 30, у тебя ты находишь баланс, знаешь? Да, ну, да, я в это хочется верить, но, честно, восстановление уже не то. Я как бы не пытаюсь свой мозг обмануть, а тело у меня как бы ноги и руки там на следующее утро все-таки они не хотят иногда меня слушать, и они просто отказываются что-либо делать. Тут, к сожалению, против природы уже ничего не сделаешь. Но поэтому я уже не знаю, сколько я диетологов. Вот сейчас начала опять работать, наняла уже, я пытаюсь там скоро с инопланетянином, наверное, начну разговаривать. Я не знаю, как еще пытаться продлить свою и карьеру, и, как ты говоришь, не знаю, ощущение к теннису, что ли, как-то вот это вот чувство не растерять. Чтобы оно не погасло, да? Да, типа? потому что обидно, как бы, я люблю саму игру, меня, честно, раздражает и бесит все около, которое приходится с теннисом. Если бы можно было просто, я хочу просто играть, все, меня больше ничего не интересует, мне не интересно какая-то там... Кто с кем, куда, как. Да, у меня мама все время спрашивает, ну что, расскажи, что в туре происходит? Я говорю, я вообще ничего не знаю. Она говорит, блин, с тобой неинтересно. Я говорю, ну извини. То есть, да, я уже соцсети уже забила, и как бы, потому что, ну не знаю, раньше там, конечно, по молодости хочется там и где-то понтануться, что-то выставить, и куда-то сейчас у меня вообще... Вот у тебя сейчас соцсети артхаус такой, я скажу. Да. Да, я честно, я вообще от них уже вышла почти, и там такое пытаюсь что-то поддерживать, но... Последний вопрос. Ну, шуба-то будет сейчас у молодого человека твоего на этом турнире? Шапка была. Да. Пижама была. Наряд был. Пижама еще все есть. У него чемоданы, он больше возит на турнир, чем я. Кстати, летели... Я его костюмы в такой специальный, знаешь, с вешалкой в самолет Рахимова увидела, говорит, Настя, ты наряды привезла на турнир? Я говорю, это не мои. Мы не подготовились. Почему смешно? Да, мы, ну, знаешь, надо с юмором ко всему подходить. Просто мы с погодой не угадали. Шапку думали, будет тепло. Видишь, как не рассчитали. Да, что в мини-бикини, а да, получилось, что придется да. шубу Ну искать. ничего, он, я думаю, найдется. И Рим тут теплее все-таки будет. Да. А в Риме, кстати, почти дом. Ну, там еще собачки будут, 2 собаки. Так Это что анонс Супербола. Да. Все. Ждем турнира в Риме. И Да, пофигу, естественно, как сыграю, там собак со мной снять. Вот и заголовок готов. Пофиг, как сыграй, главное. Да. Собаки Анастасия Да. Павлюченко, друзья.